you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые гибридные внутриканальные наушники от компании Xins стоимостью около $145. И приходят они в крупной по габаритам коробке с приятным оформлением, где на лицевой части здесь указано название этой модели NeuroSolo. Ну а здесь сзади имеется график частотной характеристики этих наушников и были указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает динамический драйвер диаметром 8 мм, плюс динамический драйвер с полимерной диафрагмой на 6 мм, плюс еще один динамический драйвер диаметром 10 мм с графеновой диафрагмой и один планарный излучатель. Но чувствительность составляет 124 дБ, и они получили сопротивление 11,5 Ом. И на раскачку эти наушники будут, конечно же, очень легкие. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Небольшой фирменный кейс. Ну и один набор силиконовых амбушюр. Эти наушники получились довольно небольшие и были выполнены из черной смолы с крайне приятным оформлением лицевых панелей, которые очень красиво вот так вот переливаются на свету. И все это дело дополняют логотипы компании. Ну а здесь у них находится стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а буквально рядом с ним в довольно необычном месте находится единственное отверстие для компенсации, которое хорошо справляется со своей задачей. Но звуковод тут был выполнен из металла. Он имеет длину около 6 мм, диаметр 6 мм, а также он получил выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр. И конечно он был прикрыт защитной металлической сеточкой. Но сидят эти наушники в ушах отлично, и вопросов к их посадке и удобству у меня никаких нет, поскольку это плотная и надежная комфортная посадка с отличной звукоизоляцией. Да их комплектный кабель оказался просто прекрасного качества, и мне реально нравится, как уже с ним звучат эти наушники. Но попробовав еще ради интереса вот такой вот новый кабель Xins HG Pro, который в своем составе использует 7N OTC по серебро, я был удивлен, насколько еще более детально и технично заиграли эти наушники, хотя казалось бы куда же еще лучше, но они и вправду прекрасно реагируют на смену кабеля, и это, как по мне, друзья, очень хорошо. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики гибридных наушников Xins NeuroSolo. И первое, что мы здесь видим сразу, это явное усиление низких частот на 13 дБ с плавным и грамотно выполненным переходом к области нижней середины. А вот усиление в области верхней середины здесь будет выполнено примерно на уровне моего таргета, лишь с небольшим смещением на 2,5 кГц. А вот высокие частоты тут безусловно очень хороши, поскольку они продолжительные, нормально контролируются и плавно затухают уже после 18 кГц, что является прям отличным результатом. В общем, здесь мы имеем крайне сбалансированный и понятный для всех тюнинг. Ну а теперь давайте лучше обсудим, как все это будет ощущаться уже на практике. Ну и начнем с низких частот, которые в этих наушниках получились точно не басхедными. Здесь они скорее умеренные, достаточно сдержанные и очень хорошо контролируемые. При этом основной акцент был сделан именно на сабас, который обладает вполне достаточной глубиной и небольшой приятной физической составляющей, благодаря чему он ощущается уверенно, но при этом совершенно не пытается лишний раз перетянуть все внимание на себя. А вот мидбас подается спокойно, аккуратно и очень точно, и он радует быстрой атакой, хорошей динамикой и достаточно быстрым затуханием, поэтому никаких лишних хвостов, гудения или ощущения перегруженности здесь точно нету, а наоборот бас всегда остается чистым, текстурным и отлично собранным, благодаря чему даже на насыщенных композициях сохраняется очень хорошая читаемость и контроль. И на мой взгляд такая настройка очень хорошо подойдет для джаза, классики, рока, металла и многих других жанров, где важнее не огромное количество баса, а его качество, точность и натуральность. И вообще у меня создалось такое ощущение, что инженеры изначально не ставили перед собой задачу сделать какие-то
какие-то очередные басхедные наушники, а хотели получить максимально универсальную и взрослую низкочастотную подачу. И на мой взгляд, у них это действительно получилось, поскольку в итоге бас ощущается очень зрелым, универсальным и по-настоящему аудиофильским. А вот средние частоты получились, на мой взгляд, очень удачными, поскольку они достаточно насыщенные, довольно энергичные, я бы даже сказал, обладают своим собственным характером. И более того, в них есть та самая музыкальная магия, которая буквально цепляет вас с первых секунд прослушивания. И знаете, именно с такими наушниками ты очень быстро ловишь себя на мысли, что музыку тебе хочется включать снова и снова, потому что эмоции, драйва и удовольствие от прослушивания они дают прям с лихвой. При этом энергии, да, здесь, ребята, реально много, но она совершенно не превращается в какую-то агрессивную или утомительную подачу, а наоборот, все звучит очень легко, чисто и прозрачно. И разрешение для этого бюджета, на мой взгляд, вообще получилось шикарным, благодаря чему даже различные нюансы записи прослушиваются тут без какого-либо напряжения, а сама музыка воспринимается естественно и непринужденно. И, например, вокал звучит натурально, с хорошей телесностью и правильной передачей эмоций, а инструменты радуют вас своей естественностью, чистотой и отличной читаемостью. И что самое главное, что здесь прям очень грамотно был соблюден вот этот баланс между техничностью, музыкальностью и комфортом. И поэтому середина тут получилась такой действительно живой, увлекательной и очень эмоциональной. А вот высокие частоты здесь очень детальные, техничные, невероятно прозрачные и обладают огромным количеством воздуха, благодаря чему музыка буквально раскрывается перед вами во всех мелочах. Причем все это ощущается не искусственно, а очень естественно и уверенно, будто словно эти наушники просто позволяют вам услышать больше всего того, что раньше оставалось где-то на втором плане, например, на более темных или глухих по подаче наушниках, если у вас такие были, конечно. При этом я отмечу, что инженеры совсем немного добавили сюда той самой приятной характерной искринки, которая делает звучание еще более живым и увлекательным, но при этом не превращает его в какую-то излишне резкую или раздражающую подачу. И именно поэтому любители анализировать музыку, разбирать треки на отдельные инструменты и обращать внимание на самые мелкие нюансы записи здесь точно останутся довольны. Но с другой стороны, вам нужно понимать, что подобная настройка неизбежно делает эти наушники более требовательными к качеству самого музыкального материала. И если запись была выполнена хорошо, то они способны раскрыть ее просто великолепно. А вот различные недостатки сведения они уже скрывать от вас точно не будут. Впрочем, для подобного тюнинга, ребята, это абсолютно нормально. Поэтому данный момент я бы скорее назвал их особенностью, чем каким-то явным недостатком. В общем, если вы любите максимально чистую, прозрачную и информативную подачу, то высокие частоты в этих наушниках вас точно не разочаруют. Но звуковая сцена здесь воспринимается очень легкой, широкой и свободной, благодаря чему музыка буквально дышит и совершенно не создает ощущения замкнутости или тесноты. При этом сцена обладает хорошей глубиной и очень грамотным построением всего пространства, поэтому все звучит так максимально естественно и непринужденно. Но также отдельно мне хочется отметить локализацию инструментов, которая здесь прям действительно прекрасна. И буквально каждый инструмент занимает свое место. Все планы отлично разделены, но любые перемещения в пространстве отслеживаются очень легко и интуитивно, благодаря чему даже насыщенные композиции не превращаются в сплошную кашу, а сохраняют отличную читаемость и позволяют вам вообще без труда сфокусироваться на каком-то отдельном инструменте или партии. И именно поэтому такая сцена одинаково хорошо подходит практически для любых музыкальных жанров. Причем вообще не важно, слушаете вы там какую-то сложную инструментальную музыку, тяжелый металл, джаз или вообще там современную электронику, все в них звучит предельно чисто, свободно и очень организованно. И хоть она не пытается впечатлить вас каким-то искусственно раздутым размером, но зато создает то самое очень комфортное, естественное и невероятно понятное пространство, в котором каждая деталь находится именно там, где и должна быть.
Ну и в итоге я пришел к тому, что Xeens Nero Solo это действительно очень грамотно настроенные, невероятно техничные и безумно детальные гибридные наушники с отличным балансом между точностью, музыкальностью и комфортом. И если сейчас вы ищете максимально чистый, прозрачный и по-настоящему аудиофильский звук с реально высоким уровнем детализации, то я определенно рекомендую вам обратить внимание на эти наушники. Тем более, что в этом бюджете с подобным звуком конкурентов у них не так много. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами как всегда был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.